Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Привет, друзья! Привет, вы на канале Отас, и сегодня мы приехали в невероятное место с очень интересной историей, которую вам наконец расскажет Марта. Сегодня я экскурсовод, получается. Да, давай. Так, ребят, на самом деле не сильно известное место, не сильно известная какая-то деревня, но так как она находится недалеко от местности, где я живу, дошла до меня такие слухи, скажем так, да, что в этом месте есть какие-то вопросики по поводу паранормальной активности, потому что здесь есть мельница старинная, заброшенная, она 19 века, и около этой мельницы периодически наблюдают какие-то фигуры. Какие-то силуэты белые, да, то есть какие-то звуки исходят оттуда, какие-то стоны, какие-то крики, при том, что здесь, вокруг есть жилые дома, да, то есть люди здесь периодически гуляют, соответственно, такие слухи, не будет от одного человека распространяться, да, то есть это уже, так сказать, общеизвестный по местности факт, да, что вокруг этого места есть какая-то паранормальная активность. И это неспроста, потому что данная мельница входила в усадебный комплекс одного помещика. То есть здесь была большая территория, здесь была когда-то усадьба, здесь была своя история. То есть это опять-таки возвращает нас на несколько столетий назад, как минимум на 2. Да. Здесь прямо проходит рядышком река. И вообще интересное, красивое место должно быть. Но мы сейчас приехали сюда вот с этим фонариком, но я вам покажу время. 23:32. Это мы сейчас в машине, нам еще спускаться вниз метров 300, насколько мы знаем. Соответственно, мы пока туда придем, пока мы все заснимем, это уже будет около 12 ночи. Да? А как здесь говорят, как ходят слухи, в принципе, как везде, да, что паранормальная активность проявляется здесь вот с 12 где-то до 3 ночи. Да. Соответственно, мы сейчас попадаем в самый пик. Я не знаю, будем ли мы проводить эксперимент, что мы будем делать. Возможно, мы поставим камеру, будем все смотреть по ходу, потому что в первый раз будем в этом месте и будем в нем ночью. Поэтому обязательно ждем от вас обратную связь в комментариях. Не жалейте свои пальчики, а набирайте классные комментарии нам по поводу ролика. Ну а мы выдвигаемся на заброшку. Вот она, походу. Все, мы пришли? Походу, да. Блин, тут сразу такой звук воды. Вообще без света это реально. Там видно что-нибудь? Видно, да. Немножко видно. Обалдеть. Ребята, я надеюсь, что вам будет видно. Вот это да. Тропа проложена, значит, сейчас сюда приходят люди. Давай пройдем еще немножечко вперед. Здесь есть где-то вот это вот то, что вы слышите. Вода. Тут еще где-то есть типа как водопадик. Паутина летает. Ну, как здесь вода, да? Фигачит. От чего? А откуда? Дамба, наверное. Здесь может быть дамба, да. Здесь вот пруд, не сильно видно.
Но мы здесь ничего сейчас не увидим. Слишком темно. Лес. Вот здесь тоже тропа. А, да, вот, ребят. Паутина. Ой, а вода аж сюда пускает. Не знаю, безопасно ли сюда наступать на самом деле. Где одна? Ребят, очень страшно, потому что я сейчас стою на дамбе, вокруг просто вода. Конечно, интересное место, но крайне жуткое. Я сейчас вам покажу. Вот здесь вот все, это просто, короче, везде вода. Ничего не будет особо сильно видно. Ну что, красиво? Прикольно, здесь днем прикольно будет. Там очень громко. У нас план сейчас подойти к мельнице, ребята, и воспользоваться приложениями по поимке призраков. Как говорят, тут видели какие-то силуэты, и так как они в основном проявляют себя ночью, мы попробуем воспользоваться этим приложением. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. Он идет, он уже близко. Но на самом деле Очень красиво. Вот эта лианка такая, да? Угу. Ой, бляха. Ой, бляха. Там высоко. Ну, надо спускаться, да. А тут только одна стена? Там еще сзади стена. Большая прям. Что идет? Звуки. Вокруг хочешь обойти попробовать? Ага, здесь тоже. Здесь тоже высоко. Только если спускаться здесь. Блин. Ну что? Придется спускаться. Ой. Что за звук был? Все время оборачиваешься на самом деле. Смотри, какая красивая стена. Посвети на стену. Ага. Там видно? Не Ничего особо. не видно. Ребят, стена очень Да. красивая, с красными этими Мы, может быть, листьями. приедем в Днем другой раз. еще, да, днем еще Днём. приедем. И покажем вам днем.
Ребят, ну реально белый силуэт. Кстати, да. Как и говорили, да, местные, что белый силуэт. Смотрите, реально белый силуэт. Ну, конечно, я не верю, что с что этим она на приложением можно английском. пообщаться. Ты девушка или мужчина? Receiving response. Translating. I'm woman, very good wife. Я женщина, очень хорошая жена. Кстати, изначально там вообще какой-то непонятный язык идет. What kind of... О, ты хорошая или злая? Transmitting. Видите, сейчас сразу появится вообще другой язык Receiving какой-то. response. Вот, на каком-то языке, типа, Translating. непонятном. I'm good woman. Я хорошая женщина. О, Что все время за звуки, блядь? Давай другое приложение. Посмотрим, будет ли в этом месте что-нибудь другим приложением. Ев Хантер какой-то. Там паук ползет, кстати. Ай, как я их не люблю всех, этих живности, всю эту. типа... Типа, да, эти децибелы. Ну вот тут вот, видишь? Вот где мы стоим, что-то как-то здесь не растет, а сюда, в эту сторону. В сторону этого, где мы видели. Такими перебоями. То 70, то 40, ребят, кстати. Ну, тоже, видимо, такое. Странное приложение, весьма. Давай попробую еще своим. Попробуем. Вот, Госрадар. А у тебя Госрадар сейчас был или что? Детектор. Так. Где? Сказал, типа, призрак. Я ничего не вижу, где. Может, он не должен показывать? Должен. Должен. О, вот, смотри. В этом месте словил. Здесь никого, смотри. В этом месте. Вот, ловит. Типа сфоткал. Вон, типа, какая-то это белый силуэт тоже жесткий какой-то прям. И он сюда прямой. Смотри. Типа идет. Блять. Жесть, конечно. А если убрать? Нет, типа здесь нет, вот здесь вот. Типа с того места, поняла? Где мы первая камера засекла. Типа демон. Типа демон? Да, пишет Evil. Все, пропал. Капец просто. Жесть, ребята. Опять здесь. Тот же самый, смотри, появился. Опять с этого места. Вот это место, короче, какое-то, надо его сфоткать. С фоткой. Прямо вот. Реально страшно. Опять перед нами. А и сюда, если. Именно вот в этом месте. Где первый был. Как они? Ну, это же невозможно, что два приложения на одном и том же месте видят. Вообще жесть. Это как реально в доте. В перевернутом доте, ребята, помните, там всегда какая-то вот, активность вот была. просто какой-то силуэт на этом. Белый. Да вот Тоже я, белый, я как и там. я смотрю за камеру, я ничего не вижу. А вот на этом приложении реально видно.
У меня пошли мурашки. Мне очень страшно. Что эти звуки? Это что значит? Я не знаю. Он хочет нас убить или что? Звук такой, да? Мгм. Как будто он совсем близко. Да ну нафиг, пошли отсюда. Я сейчас сфотографирую со вспышкой это место. У меня сейчас было чувство, как будто меня кто-то за локоть взял. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. Он идет, он уже близко. Ничего не видно. Все фонари сели. Мы все в колючках. Алена уже уснула и проснулась 10 раз. Но после того, что мы здесь засняли в одном месте 2 раза, Какой-то какую-то силуэт. сущность, да, Ну, мы не можем утверждать, что это сущность, но какой-то силуэт, мы решили здесь все-таки провести эксперимент наши с карандашами и попробовать связаться с этим духом. Ритуал проводят при участии 2 человек. Каждый должен взять в руки 3 новых незаточенных карандаша и образовать подобие буквы «П». Затем участники объединяют получившиеся конструкции концами. Должен получиться прямоугольник. Теперь можно задавать вопросы. Если ответ «да», концы карандашей приподнимаются вверх, а когда дух хочет сказать «нет», он опускает карандаши вниз. Если ответ «не знаю», карандаши сойдутся внутрь в форме бантика, либо разъедутся в разные стороны на одной плоскости. Ответ «нет, не знаю», «да, не знаю». С одной стороны пара карандашей приподнимется вверх-вниз, вторая пара направится внутрь плоскости прямоугольника, либо уйдут в сторону. дух этого места приди, дух этого места приди, дух этого места приди. Нет. Сначала было не знаю и сразу нет. А ты не дух этого места? Нет, не На знаю. камеру показывают опять ребята. Ты сущность? Да нет. Ты домовой? Нет. Ты сейчас нам показался на В телефоне. экране телефона? Да нет. Ты женщина в прошлой жизни? Как будто жернова сейчас, да, стучали? Ну, скрип такой. Очень страшно сейчас стало. Ты в прошлой жизни был мужчиной? Мальчиком? Парнем? То есть ты не был человеком? Держи под прямым углом. Ты не был человеком? Не знаю, нет.
А ты давно здесь обитаешь? Да, не Да, знаю. не знаю. Ты относишься к религии? Да. Может быть, ты святой? Да нет. Кто может быть полусвятой? Ты ангел? Нет. Что, да? Ты Я сейчас в подумала- голове что подумала? Ты живешь на водах, на воде. На воде? Ты ж- А я подумала, ты дьявол. Я сначала подумала про ты дьявола, а потом подумала, ты живешь на воде. Ты живешь на воде? Да нет. Видимо, не обязательно. Ты демон? Да нет, что ж такое-то? Ты какая-то сущность, которая может обитать около воды. Да. Ты, Водяной? я думаю, вряд ли. Что-то похожее может быть. Какие, ребят, сущности, напишите в комментариях, обитают около воды, около водоемов. М, Ты добрый? Да. Слава богу. То есть, когда мы сейчас проводили эксперимент с телефоном, это не ты нам показался в экран. Не он. Ну, ты Ну, не да, ты. да, не я. Мгм. А здесь кто-то обитает, кроме тебя? Да. И этот кто-то злой? Этот кто-то сейчас наблюдает за нами? А ты нас можешь защитить от этого злого? Он сильнее тебя? А как ты думаешь, нам стоит Опасаться? опасаться? Нет. Он... Не может причинить вред мгм. людям. Нет. А тебе много лет? Да нет. Относительно. Ну, наверное, Просто в мы- понятии миров много лет это очень относительное понятие. Мы очень тебе благодарны, что ты вышел с нами на связь. Мы думали, что здесь никто не обитает, но Но все же после... это было приятным сюрпризом, что ты нам отозвался. Спасибо большое тебе. А расскажи, пожалуйста, та легенда, которая здесь ходит, про то, что здесь кого-то видят, это правда? Силуэты. Да. Это они видят тебя? Ничего себе. Ты можешь проявляться физически в нашем мире? Ты остался с тех времен, когда здесь еще была усадьба? Да. Я думаю, что надо прощаться. Да, в принципе, мы подтвердили момент, только не поняли, кто это на самом деле. Да. Ребята, пишите ваши предположения, но мы еще запишем, я думаю, итог. Спасибо большое, что с нами пообщался. Нам было очень приятно получить от тебя ответы. Надеюсь, что они были правдивы, хотя бы в большинстве своем. Они были правдивы? Да нет. То есть, в общем, это шаловливый какой-то дух, сущность, потустороннее что-то. Ты, может быть, бес? Хороший, да? А он же может соврать.
Да нет. На самом деле, просто я к чему спрашиваю, ребят, потому что смотрела на днях видео. Давай потом ты, может, расскажешь. Так, давай попрощаемся. Мы поедем, мы очень тебе благодарны. Мы обязательно приедем сюда днем Мгм. и заснимем эту прекрасную мельницу. Почему я, ребят, сказала про беса? Потому что смотрела вчера передачу, экзорцист, батюшка говорил, что если люди общаются с кем-то, то есть вероятность, что бесы могут путать. Ну, они специально шутят таким образом и путают вас, если вы там какие-то ответы хотите получить. Поэтому мне стало интересно, может реально, Алена сказала, ты шутишь, и мне стало интересно, может реально это бес нас путает. Ну, а может, он просто не захотел говорить, что это он. Опять же, да. То есть, когда ты общаешься с таким параллельным миром, всегда есть сомнения вообще, с кем ты общаешься. Даже если ты вызываешь кого-то одного, всегда сомневаешься, кто это. Поэтому, ну, я считаю, что, ну, он ответил, что да, здесь есть такое. Угу. Ну, а что хотелось бы сказать по итогу, конечно, место очень антуражное, интересное, и все-таки есть легенды местных каких-то вот локаций, которые действительно могут быть правдой. То есть, как нам сказала, это сущность, это дух, называйте как хотите, что да, действительно, это он себя так проявляет, что да, местные жители могут его видеть. Тоже верить или нет, решать нам и вам. Все-таки какие-то сомнения у нас есть по этому поводу. Само место достаточно интересное, но в плане того, что очень много шумов от ветра, от веток, конечно, постоянно на стреме, постоянно в каком-то напряжении находишься. Поэтому, если честно, ребята, мне ужасно хотелось оттуда уйти. Хотя вроде место не отталкивающее, но уйти оттуда прям мне очень хотелось. Поэтому я очень рада, что мы уже снимаем итог. Да, вроде сущность сказала, что она добрая, но у меня тоже, я все время оглядывалась, у меня такое было супер растерянное состояние. Да. Я не могла собраться. Ну, это вы видели, в принципе, в Как видео. будто какое-то вот воздействие на тебя Да, происходит. и у тебя мозг просто, вот внимание все рассеивается. Ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном. Поэтому вот, может, реально А у кто-то меня, вот... знаешь, что было во время эксперимента? Я тебе не говорила, чтобы не пугать. Такое чувство, что меня кто-то за ногу держал. Я тебе серьезно говорю, снизу, около щиколотки. И ты такая, мне не страшно. Я ногу дергала, ну, ты должна была может чувствовать. быть, это ветки? Там Вот. не было веток? Да ну там были кусты высокие эти, но реально такое чувство, что кто-то так вот? Да, держал за ногу. Я когда, кстати, стояла, и у меня промелькнула мысль, если меня сейчас кто-нибудь схватит за ногу, я просто там обсикаюсь. А ты не обсикалась? Нет. О, ребят, это такое истерическое Вообще, состояние. да, еще раз повторюсь, ребята, я когда чувствую страх, я не знаю, но у меня включается гиперконтроль. Я не покажу свои эмоции, я даже страх вам не покажу. Я покажу вам просто равнодушное, скорее всего, лицо. Потому что сегодня именно такое у меня состояние. То есть мне внутри было очень страшно, мне хотелось оттуда уйти, но я все равно держалась. Но по итогу, под конец, я уже Марте говорю, Марта, давай закругляться, давай уходить. Потому что все-таки слушать свою интуицию нужно, ребят. Вот, у меня ребята, мурашки сейчас идут. на самом деле, да, вот пишите комментарии, что это может быть за сущность, если она может себя проявлять физически, если она шутит с нами, да, то есть то да, то нет, и если она может реально вот дотрагиваться до тела, если на самом деле эта сущность, например, там прикасалась к Алене. Вот вспомни, внутри в мельнице, я тебе сказала, как будто за локоть кто-то взял. Да, вот у нее, я не знаю, снимала ты, нет? Или я снимали это в тот момент. И тогда Алена еще, когда приложение я включала третье, она говорит, да давай отсюда уже уйдем. Это вообще на самом деле эксперимент интересно. Приложение, то, что показали на моем телефоне, ребята, и на Мартином телефоне в одном месте. Ну вот это я считаю. Это супер совпадение. Это прям совпадение на миллион. Угу. Потому что у меня сейчас мурашки идут опять, потому я не могу. Это нереально. Одно дело, когда ты в одном, может быть, как-то в одном телефоне, ты реально, да, там разные приложения. Ну, еще может быть, как-то он там считывается между собой, и то вряд ли. Потому что разные приложения, а тут даже на разных телефонах, да. И именно вот одно и то же место. Да. В общем, ребята... И тоже белый силуэт. Да. Вот как это? Ну, это вообще, это, да.
В общем, ребята, мы сейчас будем это все дело переваривать. Мы едем в ночь домой. Мы ждем от вас обратной связи. Все, что вы думаете, пишите. Нам интересно знать любое мнение. Напишите ваше предположение, кто может из сущности и из религии жить рядом с водой и себя так проявлять. Может быть, вы читали какую-то литературу, интересовались. Нам очень интересно, мы тоже будем тогда знать больше благодаря вам. Я даже не знаю, Марта. Я тоже не знаю. Но это просто, вот как сказали, да, вот мы приехали, записывали приветствие в 23:40, да, пока туда-сюда. И вот мы сейчас здесь минут 10 как сидим. Соответственно, сколько сейчас? 00:40, ребята. И мы как попали в самую вот эту вот полночь, получается, да, когда просыпается вся вот эта активность. Ну, короче, супер длинный итог. Да. Но у нас просто дофигища эмоций. Надеюсь, что все-таки, это было просто совпадение. Может, это реально было, я не знаю, ветка. Ну, то есть я буду думать, что это была ветка, чтобы спать спокойно. Ну, в любом случае, ребят, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Хотите поддержать наш канал, у нас под каждым роликом есть ссылка на донаты. У нас есть возможность спонсорства на Бусти. Поэтому мы будем рады любой вашей активности и вашей поддержки. Для нас она очень важна. Мы бы хотели до Нового года добить 1000 подписчиков. Помогите нам, пожалуйста. Обязательно на всех ребят подпишитесь, которые в описаниях. Это наши друзья, мы друг друга поддерживаем. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Пока. Пока, ребят.